Хвича Кварацхелия обыгрывает Месси, ПСЖ обыгрывает Интер Майами. Не просто обыгрывает, а громит и проходит в 1/4 финала клубного чемпионата мира. Как это было? Давайте разбираться. Погнали! Друзья, ну вот буквально только что прозвучал финальный свисток в матче ПСЖ Интер Майами. Я эту игру у себя на канале не показывал в прямом эфире, но стримил, смотрел от начала до конца. Все эпизоды разбирал, следил за Хвичей. Было очень интересно. Если вы вдруг пропустили, ну, наверное, глупо смотреть запись матча, если там даже нет картинки. Но я вас приглашаю в пятницу уже на следующий матч Пари Сен-Жермен. Уже 1/4 финала. Ставки повышаются. Там будет победитель пары Бавария-Фламенго. Пожалуйста, приходите. Будет интересно, будет весело. Ну, а мы давайте разбираться в матче Пари Сен-Жермен и Интер Майами. Да, яркая афиша. Хвича против Месси, Луис Энрике против Луиса Суареса, Бускетса, Альбы, Маскерана на тренерском мостике. Казалось бы, столько интриг и столько, может быть, всего интересного, но зачем себя обманывать, когда Интер Майами все-таки это команда, которая значительно ниже уровнем любой, мне кажется, команды из топ-8 Лиги Чемпионов. Вот кто оставался в турнире в 1/4 финала, мне кажется, что условная Астон Вилла даже бы катком прошлась, будь она представлена на этом клубном чемпионате мира. Энрике даже рассказал историю, когда он возглавил Барселону, и Маскерана в тот момент хотел уходить. Сейчас Маскеран, напомню, главный тренер Интера Майами. И вот он ему сказал, что даже если ты будешь пьяный, бухой, ты из этой команды не уйдешь, брат, потому что тебе нужно оставаться, и нас ждут великие цели. И вот потом вместе с Энрике они выиграли Лигу Чемпионов. Но я уж не говорю про Суареса, Хорди Альбу или Жорди Альбу, кому как нравится, ну и самого Месси и, конечно, Бускетса. После матча они там все обнимались, братались. Но все мы любим интриги, и несмотря на то, что этот матч игрался в 12:00 в Атланте, черт знает где, спасибо организаторам, что, по крайней мере, стадион был удачный. Все-таки было достаточно прохладно. Я слышал про то, что была система охлаждения, на стадионе есть крыша, стадион современный. Мне кажется, что там все соответствовало стандартам, не было никаких пауз на водопой. Но давайте вернемся к составу Пари Сен-Жермен. Кварацхелия опять в старте, у него 3 матча были успешные, 7,8 минимальная оценка, была даже и 8. Вот это забавный гол спиной в прошлой игре, где как раз таки, кстати, играли на жаре. Ну и Кварацхелия был, знаете, одним из таких футболистов, который вел игру команды. А здесь впервые вместе с ним появился и Баркаля. Причем Баркаля формально занял место в центре, Дуэ справа, Кварацхелия слева. Ну, я не знаю, почему Луис Энрике вот на этом клубном чемпионате мира он ушел от вот этой схемы с вариативностью. Давайте посмотрим тепловую карту Кварацхелия. По итогам матча все равно он тяготит к левому флангу. И видно, что, очевидно, что это установка тренера. И, ну, не знаю, в общем, почему так. Без Дембеле было так. Дембеле потом появился на поле. Кварацхелия сыграл 90 минут. И, в общем-то, ничего особо не поменялось. Ну, а что касается начала матча, я вот, когда даже на стриме мы эту игру обсуждали, думал, ну вот если сейчас ПСЖ забьет быстрый гол, то, в общем-то, дальше все будет спокойно. И оно так и случилось уже буквально на 5-й минуте. Но там, кстати, еще раньше гол мог случиться. Кварацхелия на фланге протащил, покатил на Баркаля. Тут аккуратненько по бильярдному хотел пробить точно в угол, но не получилось. Первый гол в ворота Интер Майами, 6-я минута. Здесь, к сожалению, Кварацхелия в ней участия не принимал. Но вот в той атаке, которая привела к назначению штрафного, он участие как раз таки принял. Это было с фланга Кварацхелии. Он так послушно, я бы сказал, ушел со своей позиции. Витиня штрафной выполнил. На дальнюю, где был Жоао Невиш, он и в матче счет открыл. Потом в первом тайме было еще несколько эпизодов. Ну, вы знаете, долгое время ПСЖ не мог развить свое преимущество. Там был эпизод с Кварацхелия в чужой штрафной, когда его уронили. И вообще защитники Майами как-то моментами действовали грязно, скажу я к своему удивлению. Луис Суарес тоже пытался раскачать оборону ПСЖ, но ничего это не сработало. И вот на 10-й минуте было падение Хвичи, там, ну не то чтобы там должно было быть пенальти, но тоже какой-то странный эпизод. В щеку врезался он футболиста Интер Майами.
игру на какое-то время остановили, но никаких карточек, ничего такого не было. На 24-й минуте был удар в исполнении Хвичи, неплохой, надо сказать, удар, но там он поворотом не попал. Если бы попал, мне кажется, вполне этот эпизод мог голом закончиться. Спустя несколько минут, уже на 28-й минуте был проход Хвичи, фирменный, каких мы видели немало. Но повторюсь, что очень собрано вот этот фланг обороны действовал против Кварацхелия, и там вдвоем-втроем периодически футболисты Майами нейтрализовывали угрозы, которые исходили от Хвичи, и ему приходилось отдавать передачи чаще всего, но было несколько эпизодов, когда он сам атаки заканчивал ударами. После прохода Кварацхелия, в общем-то, у него опасных моментов в первом тайме больше не было, но были голы у ПСЖ, и под конец тайма такое ощущение, что Майами просто выдохся. И вот эти голы, они посыпались один за одним. И, знаете, забавно, что вот я вам хочу показать моментум, который есть на SofaScore, он как бы показывает, насколько равная игра идет и насколько атакует одна или другая команда поочередно. И вот посмотрите на первый тайм. Здесь просто полнейшая доминация Пари Сен-Жермен. Вообще даже ни одной палочки, ни одной черточки малейшей нет у Интера Майами. Полный разгром, я бы сказал, и настрой был сумасшедший. Это было видно по эмоциям Луиса Энрике и всех футболистов. С самого начала они начали давить, доминировать и, в общем-то, по всем показателям превзошли своего соперника. Ну и голы, которые случились под конец тайма, потому что это давление, знаете, оно нарастало. Сначала на 39-й минуте отличился Жао Невиш, потом случился автогол на 44-й и Ашраф Хакими на 45+1. И вот так вот счет стал уже неприличным. 4-0. Показали нам перед перерывом Лео Месси, который был расстроен. Ну, наверное, был немного расстроен Хвичи, потому что, ну, хотелось ему забить в таком матче против Месси. Хотя, знаете, я за весь матч не увидел каких-то кадров, где он там с Месси как-то общался или руку ему пожимал. Понятно, что это не Роналду. То есть сколько мы видели всего связанного с Роналду во время игры Грузия-Португалия, здесь такого не было. Второй тайм, 4-0, будто бы игра сделана. Две замены сделал Луис Энрике. Убрал он сначала Руиса и Маркинеса, Беральда и Заир Эмери вышли на поле, ну а потом чуть позже еще появился Усман Дембеле. И, в общем-то, игра такая была веселая-развеселая, было много моментов, как будто, ну вот Дембеле вот показался мне каким-то еще, не то чтобы сыроватым, но как будто бы он еще в игровой тонус не вошел до конца. В принципе, ему надо было поиграть эти 30 минут, и хорошо, что Энрике дал ему поиграть. Но Кварацхелия там особо моментов не было, часто его загоняли туда во фланг, и уже, знаете, в концовке встречи тяжело было там в последние 20-30 минут обыграть 2-3 соперников на скорости. Но все-таки это не начало матча, ну и передач таких обостряющих было, не сказать, что прямо много. Был еще один удар выше ворот у Хвичи на 64-й минуте, на 67-й он там открывался, но ему просто мяч не дали. Ну, в общем, это все, знаете, уже такая лирика, потому что матч закончился со счетом 4-0, со счетом первого тайма. Месси и Суарес, как они ни старались, ничего исправить не смогли, хотя они очень старались, очень хотели. У Месси был штрафной, у Месси был удар головой, который Доннарума потащил. Но, знаете, это был день не Майами однозначно. И давайте пару минут уделим еще статистике этого матча. Давайте посмотрим, что у нас было интересного. Ну, начнем с основных цифр. Вообще стоит отметить, что на ПСЖ давали коэффициент 1,14. На Майами был коэффициент 19. Это говорит о многом и о статусе матча, ну и о статусе и ожиданиях от футбольного клуба Интер Майами. Давайте посмотрим статистику. 7-1 голевые моменты, 19-7 удары в створ, 6 сейвов было у Майами, 3 у Доннарумы. Стоит отметить, что Доннарума, видите, так без дела он, может быть, и стоял, но проявить себя он тоже успел. По передачам 733-360 в пользу Пари Сен-Жермен. Ну, угловых больше тоже у Парижа, но, наверное, здесь больше нечего добавить. Давайте еще обратимся к статистике Хвичи Кварацхелия. 7,1 итоговая оценка. Как я вам сказал, больше на левом фланге он действовал. Вы это можете видеть по его тепловой карте. Значительно больше. Просто он жил на этом левом фланге. Посмотрите, ни в центре, ни справа ничего нет. Ну, в оборонке там немножечко он в центре отработал. А вот на правом фланге нет вообще ничего. Повторюсь, я не очень понимаю, в чем задумка Луиса Энрике. Возможно, просто без Дембеле
сложнее действовать с этой сменой нападающих. Может быть погода, может быть еще что-то. Ну, в общем, теряюсь в догадках. Если у вас есть свое мнение, пишите, обсудим в комментариях. Конечно, эта тема очень интересная. Давайте посмотрим цифры ударов в створ. 1, мимо 2. Всего 2 из 7 попыток дриблинга были успешными. Тем не менее, 69 касаний мяча, достаточно много. 52 передачи из 54 были точными, 96%, отличный показатель. Ну, борьба за позицию здесь всего 5 из 12. В общем, хороший матч для Хвичи, выше семерки, ну, не восьмерка, не девятка. Ну, например, у Месси 7,4. Ну, просто, наверное, Майами был такой мертвый, что на фоне остальных футболистов Месси был в порядке. В итоге ПСЖ идет дальше, ПСЖ проходит в 1/4 финала, где сыграет уже на другом стадионе, в Орландо, в Филадельфии, и очевидно, что опять не самое футбольное время. Да, там будет чуть-чуть попозднее, в 3 часа по времени Орландо, но, знаете, такое себе утешение, я думаю, все равно будет жарко, все равно будет сложно, но кому, как говорится, сейчас легко, сыграют либо против Фламенго, либо против Мюнхенской Баварии. Мы это совсем скоро с вами узнаем. Я записываю этот выпуск еще не зная соперника, но мы видели выступление Фламенго и вообще бразильцев, что вполне они могут игру засушить и Баварию обыграть, почему бы и нет. Но мне, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки Бавария прошла дальше и мы увидели еще один классный матч, пусть и в такое странное для футбола время, 3 часа дня, летом. Ну, наверное, не лучшее время для футбола. Друзья, ну, а я благодарю вас за просмотр этого видео. Повторюсь, стрим в пятницу будет. Игра начнется в 23:00, 1/4 финала. Хвичи идет к своему очередному титулу. Призываю вас поставить лайк этому видео и заходить на канал в пятницу. Вот так вот мы ударно закрываем июнь, где много всего было яркого, и эмоции Хвичи от победы в Лиге Чемпионов, и молодежный Евро. Вы всегда были со мной, я за это вас несказанно благодарю. Ну и надеюсь, что у вас будет возможность закончить этот месяц тоже на позитиве. Вы можете отправить донат, любую желаемую сумму, сколько можете, хоть 1 лари. Специально сделал для вас все максимально удобным. В описании этого видео, в закрепленном комментарии вы это можете сделать. Но мы продолжаем следить за клубным чемпионатом мира, каким бы он ни был сложным, неоднозначным. Все равно там есть грузинские футболисты, а это отличный повод смотреть турнир до конца и болеть за Хвичу, чтобы получилось у него поднять еще один трофей и продолжить этот сумасшедший год. Ну а в сентябре готовиться уже к матчам сборной Грузии. Друзья, спасибо за просмотр и до новых встреч на Хвамдис. Sakartvelo,